Хочу поделиться вкусными, быстрыми и простыми в приготовлении закусками из простых ингредиентов. А также эти закуски отлично подойдут для праздничного стола. В описании под видео будут тайм-коды, чтобы вы могли быстро перейти к нужному рецепту. Для приготовления баклажан нам понадобятся сами баклажаны, майонез, чеснок, помидоры и любой сыр. У баклажана отрезаем хвостик и разрезаем вдоль. Толщина ломтиков от полусантиметра до сантиметра. Дополнительно делаю надсечки, чтобы баклажаны лучше пропитались майонезом и быстрее пропеклись. Слегка солю каждый ломтик. Затем смазываю майонезом. Это обязательно. Так получается в 100 раз вкуснее, чем без него. Нарезаем чеснок. Можно пропустить через чеснокодавку или натереть. Количество всех ингредиентов регулируйте по своему вкусу. В этом рецепте нет конкретных пропорций, все на глазок. Мне нравится, когда в блюде чеснок ощущается, поэтому язычки им посыпаю обильно. Тонкими слайсами нарезаем помидор и укладываем на баклажаны. Посыпаем каждый язычок тертым сыром. У меня сыр натура. И отправляем баклажаны в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 20 минут. Они получаются очень нежными, невероятно вкусными. Можно подавать и в горячем виде, и в холодном, и так будет очень вкусно. Пока баклажаны готовятся в духовке, я приступаю к следующей закуске. Помидоры с сыром. Тоже невероятно быстрый и простой в приготовлении, буквально 5 минут и готово. Также отлично подходит для праздничного стола. На мелкой терке натираем полутвердый сыр, пропускаем через пресс или натираем на мелкой терке чеснок. Количество чеснока здесь опять-таки регулируйте по своему вкусу. Мне нравится, когда закуска острая, пикантная, поэтому натираю 3 зубчика. Измельчаем укроп. Вместо укропа можно использовать петрушку. Можно зелень вообще не добавлять. Добавляем майонез и перемешиваем. Помидор нарезаем кружочками, не слишком тонкими, чтобы они могли держать форму, потому что на них будет сверху еще сыр. Затем получившуюся массу распределяем по помидоркам. Закуска готова. Следующая закуска – фунчоза по-корейски. Перекладываем фунчозу в миску и заливаем кипятком. Оставляем примерно на 10 минут и лапша готова. У меня были готовые заправки для фунчозы. Одна из ашана и вторая вот такая. Из ашана раньше не пробовала и побоялась на самом деле, что вдруг получится не очень вкусно, а гости уже скоро должны прийти. Поэтому не стала рисковать и все-таки решила заправить уже знакомой заправочкой вот такой вот чим-чим. Она уже проверена и очень вкусная. С ней фунчоза по вкусу получается как салатик из магазина. Если вы не можете найти такую заправку, то ее можно приготовить самостоятельно. Рецепт оставлю в описании под видео. Нарезаем тонкой соломкой болгарский перец. Лучше взять желтый, с ним салат будет выглядеть намного аппетитнее. Тонкими слайсами нарезаем свежий огурчик и разрезаем эти слайсы пополам. Мелко нарезаем зелень и натираем, либо пропускаем через пресс 4-5 зубчиков чеснока. Тем временем фунчоза уже приготовилась. Я ее промыла под холодной водой и теперь будем добавлять все ингредиенты. Туда же отправляется морковь по-корейски. Она у меня была в холодильнике и для ускорения процесса приготовления решила ее использовать. А так можно натереть небольшую морковь, желательно на специальной терке для корейской моркови, чтобы получилась соломка. А можно и на обычной терке. На вкус это никак не влияет. Все хорошенько перемешиваем. Перемешивается с трудом. Нужно довольно долго это делать, чтобы овощи и заправка равномерно распределились. Не обязательно, и так уже вполне будет вкусно, но будет еще вкуснее, если дать салатику время настояться хотя бы пару часов при комнатной температуре, либо в холодильнике. А лучше всего отправить в холодильник на целую ночь. Будет еще вкуснее. Получается легкая закуска, абсолютно не жирная, слегка остренькая, большое количество растительного белка, поскольку фунчоза приготовлена из бобов. И полезно, и вкусно. Чтобы салатик не заветривался, отправляю в контейнер с крышкой. И переходим к приготовлению еще одной вкуснятины. Это жульен с грибами. Нарезаем шампиньоны и отправляем на сухую сковороду, то есть без масла. Добавляем соль по вкусу. Грибы начинают выделять жидкость и в ней тушиться. Очень важно не увлечься, нам нужно, чтобы осталась вот эта жидкость, ее не надо выпаривать. Смешаясь со сливками, она даст насыщенный вкус, получается такой, как грибной соус, что ли. Сливки желательно взять 20%,
У меня таких не оказалось, поэтому пришлось использовать 10%, такие, какие были. И получилось тоже хорошо. Готовлю на среднем огне, периодически помешиваю, жду, пока сливки не начнут загустевать. Если вы добавили многовато сливок или они жидкие, можно добавить муки, и сам соус станет погуще. Заполняем кокотницы или небольшие формы для выпекания грибами и сверху натираем любой полутвердый сыр, российский, голландский, любой на ваш вкус. Отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку только для того, чтобы расплавился сыр, потому что грибы уже готовы. Приятного аппетита! Всех целую, обнимаю, пока-пока!